Вы когда-нибудь рисовали персонажа, который вам реально нравится, а потом просто смотрели, как его никто не берет? Ты стараешься, продумываешь каждую деталь, вкладываешь в него время, идею, а потом видишь другого художника, у которого похожих персонажей забирают сразу. И в голове только один вопрос: что я делаю не так? Привет! Я Марилас. Я художница и делаю адоптов, персонажи, которых покупают другие люди. И сегодня я разберу 5 причин, почему твои адопты могут не покупаться. Первое. Нет идеи или характера. Иногда ты рисуешь персонажа, и он получается красивый, но он не цепляет. Ты смотришь на него и не понимаешь, кто он такой и зачем он нужен. И зритель тоже не понимает, зачем он ему нужен. Это просто красивая картинка без личности. Как исправить? Добавить простую идею или характер. Не нужен сложный лор. Достаточно понять, кто он по настроению и что в нем особенного. И тогда персонаж начинает ощущаться живым. Второе. Слишком сложный или слишком простой дизайн. Иногда персонаж перегружен деталями. Глаз не понимает, куда смотреть, и форма плохо читается. Наоборот, он слишком простой. Типа обычная тяночка с розовыми волосами, которых очень много, и он просто теряется среди других. Как исправить? Нужно добавить одну простую фишку, которая сразу выделяет персонажа. Например, зонт, конфеты или необычная идея. И вот уже та самая девочка с розовыми волосами превращается в что-то вроде принцессы Сахарка или персонажа из сладкого мира. И это уже не просто персонаж, это образ, который запоминается. Третье. Нет эмоций и желания забрать. Иногда персонаж может быть нормальный и даже красивый, но на него смотришь и нет ощущения, что его хочется купить или забрать себе. Он просто есть, но он не вызывает эмоцию. Как исправить? Представим, что это витрина с конфетами. Есть очень красивая упаковка, все аккуратно и ярко. Но ты берешь не эту самую идеальную с виду, а другую, проще. Но она почему-то кажется, что она будет вкуснее. И с персонажами также. Важно, чтобы он не просто выглядел красиво, а вызывал желание его забрать. Чтобы человек смотрел и думал: я хочу именно этого персонажа. Четвертое. Плохая подача. Иногда с самим персонажем все нормально, но его просто плохо показывают. Например, фон отвлекает, все сливается, или вообще непонятно, где главный объект. И из-за этого даже хороший адопт могут просто не заметить. Как исправить? Важно оформлять посты примерно в одном стиле, чтобы у тебя была узнаваемая подача, и люди быстро начинали тебя узнавать. Типа: о, это его стиль, я очень люблю его работы, я хочу взять именно у него. Когда у тебя есть свой визуальный стиль подачи, тебя легче запомнить и быстрее начинают узнавать среди других художников. Пятое. Не та цена или не та аудитория. Иногда проблема вообще не в персонаже. Он может быть хороший, его просто смотрят не те люди. Или стиль не попадает на их вкус. Или цена не соответствует тому, что сейчас готовы платить за такой уровень. Как исправить? Посмотреть, как делают другие художники с похожим уровнем. Какие у них цены, как они оформляют посты, кому они продают. И примерно ориентироваться на это, а не ставить цену наугад. Потому что даже хороший адопт не будет продаваться, если он просто не попадет в нужную аудиторию или рынок. И еще раз. Это не правило, как правильно делать. Я просто говорю из своего опыта. Я делаю адопты уже давно и продала больше 200 персонажей, которые нашли своих владельцев. И даже при этом у меня все еще бывают работы, которые не продаются. И если интересно, я потом могу поделиться еще разными наблюдениями из работы с адоптами и тем, что я для себя замечаю в процессе. Спасибо, что посмотрели, и увидимся в следующих видео.